Каба, веди нас. Прав, вот здесь надо было стоять. В общем, соберитесь, пожалуйста, все, вот где группа американцев на этом перекрестке, все, и немцы туда подтягивайтесь, все. Заключение мира у нас. Да, да, да. Сейчас Так, такое прочь. Эй, граната. Не надо, ребят, не надо гранат. Сейчас вообще не стреляем. Сейчас ты мы с знал? вами попробуем как бы, ну, наглядно посмотреть, как выглядит боец в прицеле винтовки на 100 метров, на 200 метров и на 300 метров. Можете себе заскринить, как бы, ну, чтобы понимать, как выглядит человек в полный рост на такой дистанции. И потом составите себе сами уже представление о том, из какого оружия эффективно на какую дистанцию стрелять. Все собрались? Да. А вот это кто там бегает? Вот это вот кто? Это Кто? Данил. Фотопарист. Вот теперь смотрите на меня. Я от вас на расстоянии 100 метров. Это мы что, должны пробовать сейчас или что? Надо ничего пробовать. Да нет, просто прицелился. Как выглядит человек на расстоянии 100 метров. Красиво. Могу вот повернуться в профиль. Фас-профиль. Вот сейчас ты ружье опусти, профиль повернись и ружье опусти. Убери прицел свой. Я убрал. Да у тебя еще продолжает целиться все равно. Вот ты присел, да, присел. Он не целый, он просто Во, выкагивает. сейчас убрал, сейчас убрал. Вот сейчас я отойду на 200 метров. Дистанция 200 метров. Анфас. Там уже не видно. Ну и давайте отойду, ну уж 300 метров. И шо Конечно, вы тут интересно, делаете? Здравствуйте. Так у нас тренировка. Привет. значит. Здравствуйте. Снайперим из минометов. Смотрим, как от нас американец убегает. Уже на 300 Вас, метров. короче, на иглу, да, подсаживают? Минометно. 300 метров. Не 300? пока заманиваю. Но я на Давайте 300 точно никогда не стрелял. Или нет? Попробуйте попасть по мне. Попробуйте стрелять. Это что было сейчас? Убили. Что за снайпер? Это что было? Признавайтесь, кто его завалил? Сейчас каждый Единого второй скажет я. Да что ж вы хотите, если стреляет орава целая? Немцы скажут. По очереди, что ли, стреляли, тогда хоть понятно было бы. А когда там целая куча пуль летит, там на него по-любому попадет по одному. Ну, главное, Жека что сейчас успели говорит- выставить на 300. Жека сейчас говорит одну из ключевых вещей и в жизни, и в шутерах. В боестолкновении, в перестрелке решает плотность огня. Не то, какой ты крутой снайпер, а плотность огня. Это правило только одно, короче. Чем выше у вас плотность огня, тем выше ваши шансы на победу в перестрелке. Особенно на близких дистанциях. Ну, видите, даже на 300 метрах как бы из винтовок, оказывается, вполне легко валится. Так, я воскрес. Так, теперь у меня Остановитесь. такое предложение. Сейчас мы поучимся стрелять на дистанции 100 метров. Немцы, отходите от нас на восток, на дистанцию 100 метров. Ой, Американцы стоят на месте, немцы отходят на 100 метров на восток.
Нет, говори Только сюда. хотя по очереди будет или нет? Американцы, давайте в шеренгу встанем здесь на дорожке. И немцы, заберите нафиг свою машину эту тут, логистики. Берите Все, стой, 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 Да, дям, 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 железную дям, дям. дорогу. Убежал. Я заберу сейчас. Так, отошли на 100 метров немцы. Теперь посмотрите, за вами железная дорога. Вот прям к ней бегите, железка. Строго на север. К этим, к посадкам. Там уже 100 не будет. А, мне не... Кто в другую сторону побежал, кто на юг побежал, блин? На север, блин. Так, я чувствую, надо по этой, блин, по Так топографии. красиво это было. По топографии Все нужна бегут в одну тренировка. сторону. Лев- Это когда это стоит колонна или там шеренга и говорят кругом, все в одну сторону кружатся, а один в другую кружится. Вот это Подожди, всё. а на железке хватит это. Все, ребят, смотрите. Это даже не американцы. железная дорога, это трамвайная дорога. Америкосы, у кого из вас Спрингфилды? У меня есть. У меня. Давайте вы в первую шеренгу, все остальные как бы Копайте. докните и меняйте на Сейчас будут Спрингфилд. обстреливать. У кого не Спрингфилд. Так, немцы, теперь ваша задача добежать, видите, на юге напротив вас другие посадки. Далеко до них. Видите? Зачем Ну, мы туда-то видим. бежали? Пейте водичку. Подожди, пейте что водичку. такое посадки в твоем понимании? Что за Ну, посадки? кустики, блин, кустики. Вот на юге от вас кустики. Ну, по направлению к В лес мельнице от нас бежать. на юге, блин. Ты говорил Короче, этот? Говори короче, азимут. Азимут говори. Берёза. Всем выпить воды, сейчас нас будут Сейчас по обстреливать. команде побежите на юг. Вот строго на юг просто У побежите. нас строго на юг. До получается. ближайших кустов. Смотрите, Да мы не добежим, это далеко. Ну, вы попробуйте. подстрелят. отравили евреев, теперь сейчас немцы будут отыгрываться на вас. Будьте готовы. Ну, потом Будем по очереди, играть потом в бегущего поменяйте. человека. Не волнуйтесь, короче, не волнуйтесь. Сейчас пейте водичку. Все Щас постреляют. пейте водичку. Смотрите, бежите по очереди. То есть сначала пьет первый, Я по побежал, команде все, я бежит, выпил. потом второй. Ребята, у Кидайте кого жиру. Спрингфилды, Я бегу. можете стрелять по нему. Пытайтесь его убить. Только со Спрингфилдов. Это не Спрингфилд был, да? Да нет, конечно, это было... Все? Больше никто не побежит, да? Всё, жаба не бежит. Ой, меня убили. Хорошо. Уже закончил. Ребят, немцы, теперь резайтесь, как бы, и я вам сейчас скажу, где вставать, за 200 метров, короче. Потом меняем сторону. Ну, А, не то есть- сторону, а... То есть вы стреляли за 100 метров, мы за 200. Нет, сейчас опять бегут немцы, но за 200 метров от американцев. Я сейчас покажу, где встать. Ладно, все, не поднимай, не поднимай. Меня только не убейте. Немцы сейчас злые. Вот здесь, ребят, правильно стоите. Вот отсюда. Идите вот туда. Жабу подстрелили. Можете бежать толпой, все вместе прям. Алан, Мгм. стрельбу вести только после того, как они дорогу на дорогу Хорошо, выйдут. Вот тогда да-да. будет более Стреляйте эффективно. после того, как дорогу перебегут. Это как бы ради бога. Ну что, мужики, Чем пьем сложнее, воду? тем лучше. Готовы? Немцы, бегите, Я готовы. стреляю, Да. я вот стреляю, я Подождите, вижу, дым, что Подожди, вначале это дым очень по легко, команде а и бежим. когда Потому уже что после упреждение. дороги уже- Упреждение Дым, минимальное. дым, У вас берем угол все там дым, получается. Все берем дым. Все взяли Решил дым. модельной скороди, это справлять или... Давайте, дым. Поехали, дым. Когда они дорогу уже перебегают, надо ставить на две. Там На на раз, 100 два, уже три. это мало. На раз, два, три. На раз, два, три. Но это уже Подождите, вылетало. подождите. Только водичку подождите. попейте, немцы, перед тем, как дропанете. Давайте Мгм. по глотку шнапса. Внезапно по силы глотку не шнапса. закончились. Американцы все взяли Спрингфилды? Все, побежали, побежали, побежали. Вперед! Я сгорал. Бегом, бегом, Родину. бегом, бегом, бегом. Я в Спрингфилдов вообще почти не играю, надо, это более интересно, более тяжелее. Его сразу Нет, подстрелили. это красиво.
У них, кстати, ошибка в том, что они очень кучно бегут. Он толпой бежать. В лес убегаем. Нормально, все. Молодцы. Ребят, попали. Стоп, не стреляйте, все, не стреляйте. Ну все, два Немцы, немецких теперь, партизана кто- добежали. кто выжил, партизаны, отдышитесь, водички попейте и обратно до дороги. Ну, конечно. Ага. Американцы, как добегут до дороги, не стреляем. Потом меняемся, как бы, сторонами, ролями. Так что, я не понял, мы сейчас побежим под обстрелом? Он еще один бежит. Сейчас до дороги добежит. Не-не-не. Кто выжил, там два партизана. Сейчас Ну. отдышитесь и бегите обратно. Можете Так по вы- одному, можете. Вы будете стрелять или нет? Ну, я кину вам дымы. Будете стрелять или нет? Будут, конечно. Он Ну, первый тогда я пошел, побежал. да? Да, я Хорошо. побежал. Можете стрелять. Ты знаешь, как хочется жить. Как только он пересечет дорогу, стрелять прекращаем. Дальше по дороге не стрелять, вы только отвлекаете себя. Стреляйте, который справа, а не который слева. Второй побежал. А кто это первый Когда бежит? шел... Эрик бежит. Молодец, а? Дям. Когда О, же у нет, вас Эрик. патроны закончатся? Второй дям. Все, по первому не стрелять, по второму стреляйте. Они оба бегут. Молодцы. А я понял тактику бега. Давай. Так, ребят, теперь Ну, все, ладно, не стрелять. Немцы, Нет. Теперь идите Обычную инфантерию, сюда, где стоят обычную американцы. Короче, меняемся. А американцы туда, где стояли немцы. Машину надо забрать. Да, МСП-ху сейчас забирайте. Вот что я заметил, на 200 метров ставлю, стреляю, падает перед ним пуля. Ну, то есть в ноги падает. А я целился в торс, то есть надо выше. Баллист. меня убил? Жаба. Заберу я, не в этом, не в складе. Хотя нет, еще. Так, вот где я стою, американцы, здесь 100 метров отсюда, как бы бежим. Все, Эрик, оставь. Бежим в направлении метки 84, вот туда. До самых кустов. А у нас где здесь стоим мы? Немцы, как будете готовы, Блядь, вы должны стоять на перекрестке. Немцы, как будете готовы, скажите. Соберемся, подожди. Стреляют только те, у кого винтовки. Никаких МП-40, никаких пулеметов, только винтовки. Взял, слушал прям передо да, мной. Приготовиться, Предлагаю. приготовиться. Данил, ребят. иди стреляй, иди сюда, иди сюда. Лечь, Они лечь, стреляют, лечь. мы стреляем четвером. Давай, иди сюда. Ща мне надо было фотку сделать. Потом сделаешь свои фотографии своего полароида. Там сотка, да? Всё. Все, мы готовы, давайте вперед. Только стреляйте вы не сразу, а стреляйте только тогда, когда будем подходить уже к дороге. Понятно, ну вы стреляли сразу, ну давайте, мы вам дадим фору. На плечо каждому Мы же кладите. честно немцы, давайте, Тогда у вас это. давайте вперед. Какие дымы? Мы без дымов. Да давай, пусть. А они все равно не долетят, не волнуйтесь. Так, ребят, встречаем после дымов, сразу после дымов. Вот встречаем. смотрите, какая первая ошибка. Американские дымы разгораются 20 секунд. Так все же подгоняют, все очень повторять хотят. Мочите его, мочите, он сейчас добежит.
Жека, давай. От меня никто не убежит, блядь. Все, кончились. И новую партию. Да, немцы вроде как добежали. Да, кстати, немцы добежали. А нет, до этой, на 100 метрах никто не добежал. На 100 метрах никто не ну добежал. да. Да. Давайте еще раз попробуем. Окей, Американцы, давайте. давайте еще раз. Дистанцию Ставим 100 200 метров, метров. еще раз попробуем. На планочку 200 метров. Я и так стрелял. Водичку попейте. Так они сейчас опять на 100 метров побегут? Они на Да, 200 побегут, опять на 100 ставим метров планку побежим. 200 метров. Не-не, они сейчас на 100, Игорь. Они сейчас на 100. Еще раз. Понял. Почему вы на 100 бежите? В смысле, нахрена еще раз? Они еще Тренируйтесь. раз. Мы Так, уже великодушие проявляем. начался бег, Вы да? фору, мы второй раз. Нифига вообще. Без шансов. Жека, давай. Вертится так. Ты так долго будешь бежать. Гоняет, блин. А, все уже. Ага. И командира. Доброе утро, я только проснулся. Так, американцы, Нахуя перемещаемся, это делать? перемещаемся на дистанцию в 200 Данил. метров. Не хватает нам нашего Шермана. С Кто пулеметом. такой меткий? Пацаны, у нас потери. Ну пусть возрождает. Планку на 200. Это на точке 0,1. А вот сейчас Они немцы, начали. вы видите, насколько сложнее, всего вот в 2 раза выросла дистанция, Готовимся, насколько готовимся, сложнее. готовимся, готовимся. Так, ну даем им тоже возможность через дорогу перейти, потом. Но они, конечно, стали еще дальше. Да, Если потому честно. что до Так, того, 300 как мы или перешли 400? дороги, все-таки угол не 90 градусов, он поменьше, 200, поэтому 200. прежде Вы вообще далеко Уже ушли. 400 у кого-то метров, да. Вы метров на 350 ушли. Ну, когда они типа 100 бежали, Это так я стрелял кажется. на 200 подал. Это нам так кажется. 200-250 метров они ушли. Короче, у них где-то там должен быть мой мешочек. Если они там, то это 200. Ставьте на 300. Рано. Пускай до дороги добегут. Я говорю, ставьте на 300 и стреляйте прям посередине туловища. Один еще дальше побежал. Нельзя. Не, вы ушли дальше. Ну да, уже все уже. Вы пошли на юго-восток, поэтому... Вы точно так же само бежали. Не-не-не-не, мы Не-не-не. бежали... Мы Они бежали... бегут по прямой, не надо. Не, Игорь. ребята, Я ребят, по мы карте бежали вижу, так они же. бегут по прямой. Мы также бежали вдоль кромки Строго леса. на Я юг. бежал. Тоже вдоль леса вы бежали. Да, все правильно, все, ребята, все правильно. Ну ладно, хорошо. Я вроде бы его увидел. Ну давай, Жека, мы ждем тебя обратно в гости. Кого я в последний момент убил? Сейчас я напьюсь Так, и обратно приготовиться. побегу. Возможно, меня, возможно, у меня это кровистек. Значит, Так, эти пора. Ну, я в 5 попал. Ранил меня, да. Начался Не, бег. ну все равно, ребят, прицел был где-то 300 метров. Не ближе. Нормально. Попал. Он сейчас его весь убил. Добежал. Все. Вот сейчас у Еще кого один, 300 стрельните, еще вот, один. посмотрите, куда пуля лежит. Нет, 200, я стрелял 200. Конечно, Ну 200. ты в ног попал, вот ты это, и не убил сразу. Ровно 300, я отвечаю. Эрик, ровно 300. Да, вот, 300, вот, там который 300. убил, ровно 300. Вот в тело попадаешь им, да? По нему попал Да, на ровно 200. 300 в тело я попадаю. Прям ровно. Смотри, сейчас я еще стрельну. Смотри, куда пуля ляжет. У меня стоит планка 300. Смотри.
Давай. Вот, планка 200. Видишь? Она даже выше ушла. Мгм. Видишь? Еще раз смотри на тело. Видишь, еще выше ушла. Ровно на 300 у меня стоит. Вот, я в тело стрелял. Видишь? Чуть-чуть выше. Где-то Ну, чуть-чуть 320. выше. Они готовятся, готовятся. С Гаранда намного приятнее целиться через мушку, чем с Спрингфилда. Да, согласен. Не надо, ребят, что вы убиваете там? Так как они нас. Не надо, не стреляйте. Вот видите, сейчас дымы идут. Ну, Там я планка понимаю, ровно да. на 400 будет, я отвечаю. 400 будет. Ну, нет, не 400, где-то 350 будет. Ну чё, мы ждем? Начнем стрелять. У вас план какой-то или что? Что-то они притихли. План у них. По очереди А побежали. чё у нас командир ушел? Бегут, После бегут. дыма, после Нет, дыма. стоять. После дыма. Огонь! Убил. Есть. Это насколько На ты сейчас дыму убил? один лёг. Также на 300, ребят, также на 300, да? Убил. Этот по кругу бегает. Да это же. Это Жека бегает, опять исполняет, валит. Жека, ну куда ты побежал? А он отвлекает нас. Сейчас эти рвану. Так, тут уже, блин, Ой, я убил его. прямо дороги обстреливают. Ну-ка, меня попробуйте. А где ты? Он Бегу. бежит. Вот он бежит. Бежит, Бежит. Пусть- На дороге, только на Всё, дороге всё. стреляй. Все. Сейчас до первого трупа Все, добегает огонь, и огонь, стреляет. огонь, Да. огонь. Отлично. Второй, кто стрельнул, тот и подбил. Недолго музыка играла. Попал. Че, далеко убежишь, а? У вас только коряки или что-то еще? Нет, Коряки. только коряки. Да, 98 только и все. Неплохо. У меня запись идет, так что все потом видно. Джека будет. убежал, да, получается? Не знаю, вроде умер. Да, Умер. нас убили. Кто еще Куда-то бежит? там. Так, Кто-то еще еще А, бежит. нет, его положили. Его Готовься. положили. Отлично, тоже второй, Они кто стрельнул. пристрелялись уже. Но если в Уже лес, да. то значит от грибов. Нам в ответку стреляют. Чего нам в ответ стреляют? Да, вот они с Давайте, дороги. давайте, убивайте их всех. Вот так вот. За Фатерланд. Так, ребят, теперь, Даник, да ты можешь запустить скирмиш? Только с какой-нибудь Да, конечно. открытой картой, Блять, ну спуну, ну нахуя так делать? поменьше домов, чтобы было. Ребят, смотрите, сейчас Даник запустит скирмиш. Мы равномерно распределяемся по командам, по сторонам. Есть. Берем только коряки и только Спрингфилды. Ну или там лучше, Даник, ты посмотри карту, где британцы будут. Потому что Спрингфилд там отвратительный прицел. Лучше пусть будут Мгм. коряки и Ленфилды. То есть немцы и бриты. Берем только коряки и Я могу Ленфилды. вегель включить. Вегель. Дайте Ну, попробовать. Давай Я не- Вегель, ладно. Бля, не дал мне пострелять. Сколько у нас? Да. убийств? 11 киллов. В общем, У меня я думаю, вы все поняли с расстоянием, да, как У меня выглядит 6, боец, у там меня какой 15% прицел точно нужно будет. брать, и по Играли, упреждению уничтожили. сейчас, более-менее тоже есть какие-то ощущения, более-менее стало понятно. Кто вот не знал, тот теперь более-менее должен понимать, как это работает в игре. В общем, парни, сейчас будет, не знаю, как это назвать, что-то типа викторины,
Вопросы по игре и ответы на них. Выживет умнейший или наиболее эрудированный, не знаю, как назвать. Добро пожаловать в программу «Сдохни или умри». Че ЕГЭ, да, блин? Выучи или умри. Вот так А вот. там будет «сдохни или беги». Просто как только ты ответил неправильно, тебе надо бежать, пока он в тебя не выстрелил. Поэтому и фляга Вот, нужна. опять систему ломать. Или ты умный, или ты быстрый. Да. А сколько времени на ответ есть? Ну, вообще от танкового пулемета херу бежишь, конечно. Не стреляй. Чтобы успеть А вот там ты хер убежишь с винтовочкой. От танка, ну, не надо танки брать, ребят. Так, все... ты пригнал МСП до них, да? Да? Мы с шабою пригнали. Отлично. Ребят, вы все немцы резайте, сейчас будете мне помогать. Не надо ни в кого стрелять. Да меня тут давят. Я сказал, отойди. Ты говорил. Да, говори, я убью. Кого убить? Копайте, ребят, я буду ставить, вы копайте. Давай, копайте, идите. Не, не, Морковь, ты не хочешь к нам присоединиться? Я найду этого чувака, который мне писал после игры. А, ну давай. Раз тебя уже вербуют. Да, да, я ему напишу. А, Данил вербует, да? Ну пусть вербует. Данил, ты уже вербуешь морковку? Ну, я им типа сказал, типа, кто хочет к нам вступить, может. Ну все, он после этого матча он тебя придет к тебе, вербуй его. Ну, какая у тебя морковка? Лучше не спрашивай. Странный вопрос, ребят. Давайте вы там в личке потом пообщайтесь. По морковке. Так, это очень важно. Киберпанк-то вышел. Ой, это тогда к DVD иди. Интересно, Он там любит эти морковки. британцы тоже могут копать? Кто хочет копать? Не могут. Да. Могут только Совсем- разбивать. совсем- Нет, кто хочет копать, это все вопросы к бла-бла. Пусть копают. Что у вас тут? В поле бегают, как маленькие кукарачи. Пусть копают немцы. Британцы отошли в сторону. Пусть копают одни немцы. Так уже все. Хули мы дадим. Пусть копают, это их. Они рабы, пусть копают. Копайте. Сейчас. Они проигравшие в этой войне, поэтому пусть копают. В смысле, я ж... Ты сейчас про Вторую мировую или про вот этот вот матч Про Вторую мировую. дружественный? Про Вторую мировую. Загордиться тут. Сагитариус смелились? У вас тут за этот замок какой-то форпост целый, блин. Сейчас все узнаешь. Для викторины зачем это все, ребята, зачем? Все минометы. Мне кажется, это викторина с подъебкой. Вот отвечаю. Это могилы просто-напросто. Это наши могилы. Заранее выкопаны. Пулемет тут копает один из немцев. Подозреваю, что это Алан. Ну, кому же еще доверить такую вещь? Как пулемет. На каске написано Алан, на каске сзади. Парни, не переживайте, у нас стоит буханка с пулеметом. Так, давайте построимся, что ли, для фото памятного, не знаю. Здесь на ящиках. На этих, на мешках. Лицом куда будем смотреть? На пулемет? Да. На пулемет. Посмотрите на пулемет. Че там за эти, блин, цирковые представления с машинами? Смотри, я так ни разу не видел, чтобы так было.
На капот встал. Ну и пулемет тут стоит. Ну, короче, все понятно. Ну, Сейчас кто будет будет фотографировать? Блядь. Ну чё, кто у нас? Эрик, ну ты кто? Кто у нас? Ты же у нас Ну, главный давай. по искусству. По пулемету. Как там товарищ Вот Сталин? именно. Товарищ Сталин говорил. Так, британцы все наверх, а немцы все вниз, давайте. Так, Давайте, парни, давайте. давайте, Только давайте, на быстренько. земле только. На земле только. Не, британцы, опуститесь ниже на землю, и немцы немножко вперед встаньте. Чтобы не были наши на... Парни, да, спуститесь, потому что вы, получается, висите в Потому воздухе. что они как будто бы летают. Да, да, да. Да. О, здорово. Так, так. Красавцы. Так, прыгаешь, Возьмите, прыгаешь. возьмите все оружие и смотрите вверх, как я вот, например, вот так вот все. Морковь, Вверх, прыгни совсем вниз. вверх. Вниз прыгни, что рядом стань с ребятами. Ага. Держите в одном положении пока. Когда Эрик сфоткаешь, говори. Все, сфоткал. Я задаю вопрос, потом играет веселая, вдохновляющая музыка. В это время вы можете выбрать вариант ответа и должны забежать в, ну, в выбранный отсек. Да, в соответствии с тем ответом, который вы выбрали. Выкопайте кто-нибудь мешки, пожалуйста. Подожди, слева направо, да? Получается 3 варианта. Вот Левый. сейчас я подойду и продемонстрирую. Вот смотрите, я вот сейчас Да, ты возле с первого. биноклем. Ты возле Я с первого. биноклем. Да, я вижу тебя. Так, кто там стреляет? Кто стреляет там? Кто взрывает гранаты? Машина. Ребят, Стоишь возле первого ответа. не надо получается. ничего взрывать. Возьмите Так. все фляжки в руки. Фляжки возьмите в руки. Вот пейте. Мы- Мирное мы- занятие. Я и так пью виски. Слушай, Я- ты стоишь возле левого первого ответа, да, Так получается? точно. Первый. Вот сейчас перехожу во второй. Окей. Вот во второй, я рядом с тобой. Второй. В середине Теперь в второй. третий. Все, как подъезды, окей. Как подъезд, да, слева Да. направо. Мы поняли. Окей, Смотрите, вы перешли, как только вы вошли в свой отсек, вот вы выбрали ответ, да, музыка закончилась, вы перемещаться не можете. То есть все уже. Не вариант менять варианты. Из Можно трех, вопрос? из Можно трех вопрос? вариантов ответа правильный один. Вопрос можно? Давай. А почему Дэн или Жаба сидит за пулеметом? Ну пусть встанет от пулемета, значит. Потому что я сижу. Как раз напротив наших ответов. Там Данигда сидит. Да? Данил, нервируешь нас, уходи с пулемета. Смотрите, щас. вот закончилась музыка, вы уже в отсеке. После того, как музыка закончилась, перемещаться вы не можете. То есть вы остаетесь там, вот. Что выбрали, как бы, вот то и получите, как бы. Что, хотя бы Пулемет- скажи, какие Пулемет расстреливает тех, на- кто выбрал неправильный ответ. На какие темы, на какие темы? На тему игры по скриптум. Блин, ну бывают всякие игры там, По начинают скриптум. настройки там. Нет, не нет, знаю. без настроек. Сейчас все узнаешь. Так, давайте, занимайте, пожалуйста, места перед отсеками. Будут вопросы. 12 вопросов. Окей, давай хотя бы 2-3 тренировочных. 2-3 тренировочных. Давайте Да. начнем. Нет, давайте просто начнем. Незачетных. Да вы сейчас все поймете, не Взяли, парьтесь. забрали, украли. Ну давай, ладно, начинаем. Где был, где наш Построй- Постройтесь, пожалуйста, все перед отсеками. где наш генералиссимус? Бла-бла, давай иди к нам. Немцы Я за- хочу быть стрелянным заглушили рядом с эту машиной. Машину. Пожалуйста. Смотри, куда бежит Джека и беги за ним. Я уже понял. Я сейчас пойду там, где неправильно, что все сразу слились. Итак, ребят, вопрос номер Машину, один. заглушите машину, ребят. Что, заглушите тихо? машину. Заглушите Давайте. тачку кто-нибудь. Машину свою Да, заглушите. заглушите машину. Это Немецкая чья? машина. Немецкая. Немецкая. Немецкая, да. Немцы какие неаккуратные пошли, прям жуть. Раньше такого не было. Жаба, иди в строй, блин. Иди, отгадывай. Да, кстати, Данигда, вот кто не успел там занять позицию в отсеке от, простите, шароебицы вокруг, можешь его сразу пристрелить, как бы. Правильно, ты сказал, 5 секунд есть на это все дело. Ага. Он Не-не-не, встретил, не понятно. 5, Ребят, что происходит? пока музыка Я играет. ничего не понимаю. Итак, вопрос номер один. Какой противотанковый гранатомет в игре имеет сошки?
Вариант 1 Панцершрек. Вариант 2 Базука. Вариант 3 Пиат. Блять, какие сошки, блять. Вопрос, конечно. Стреляй уже, стреляй! Данил, только попробуй убить своего бывшего. Правильный вариант ответа 3 Пиат. Ну смотри, все живые, а? Ладно. Так, кто стреляет? Что за срань? Никто. Следующий вопрос к знатокам. Следующий вопрос знатокам. Как выглядит немецкий раллик? Ралли-поинт. Вариант ответа 1. Коричневая палатка. Вариант ответа 2. Камуфлированная пятнистая палатка. Вариант ответа 3. Зеленая палатка. Все такие, вы чё, стадное чувство? Правильный вариант ответа 2. Ладно, блин. Это были простые вопросы для разогрева. Ты понимаешь, это просто стадное чувство. Все бегут, блядь, я не знаю. Где один прыгает. Так, ну ты хотя бы Да последним не, забегай. нормально. Жека, побеги в неправильный ответ. Пожертвуй собой. Следующий вопрос, знатоки. Как выглядит американская МСП? МСП. Вариант Как выглядит американская МСП? Вариант ответа 1. Это бортовой автомобиль с дугами для тента. То есть бортовой автомобиль с дугами такими для тента. Вариант ответа 2. Это бортовой автомобиль с открытым кузовом. Вариант ответа 3. Это бортовой тентованный автомобиль. Я сейчас с тобой не соглашусь по этому ответу. Разные карты, разные МСП. И правильный вариант ответа номер 2. Так, кто умер, ребят, резайтесь и можете вставать за пулеметом, наблюдать. Подожди, стой. Бортовой автомобиль с открытым кузовом. Что тебя не устраивает? Я понимаю, а карты различаются? Начнем с этого, да? Нет, Автомобиль. техника не различается. МСП Едем дальше. остается МСП в любом виде, на любой карте. Вопрос следующий. Как выглядит немецкая машина логистов? Вариант ответа 1. Бортовой автомобиль с дугами для... Ну тише. Тихо. Бортовой автомобиль с дугами для тента. Вариант ответа 2. Бортовой тентованный автомобиль. Вариант ответа 3. Бортовой автомобиль с открытым кузовом. Машины логистов. Жека, выбери другой, неправильно. Жека, выбери неправильно. Смотри-ка, мнения разделились, а? Я говорю, из-за Сталина, из-за Ленина, я говорю, из-за Собчака, из-за Путина. Я не знаю куда, пацаны, кто мне больше заплатит. Итак, правильный вариант ответа 3. Бортовой автомобиль с открытым кузовом. Вы прикалываетесь, она вон стоит. Кто стоит? У кого стоит? Я с этого больше всего и жал просто. Он стоит рядом, вот он. Пасхалочка. Я еще Следующий. стрельнул даже. Эрик, ну ты же скидывал все машины, ну как так? Переходим к Я специально устал, чтобы, сложным блин, вопросам.
Так, ребят, Я устал. ребят, кто умер, вставайте за пулеметом и просто смотрите. Подожди, Алан, а ты это фиксируешь, кто там убит, кто там Я вышел? не фиксирую. Это игра на честность. Ну, Потом просто плохо, просто плохо. У едем меня дальше. запись идет, так что потом посмотрите. Сложные вопросы пошли. Вопрос. Как выглядит французская фоба? Вариант ответа 1. Белая палатка. Вариант ответа 2. Коричневая палатка. Вариант ответа 3. Зеленая палатка. Во Франции. В самом конце. Как не убивать, пока он не добежит до нужной точки. Правильный вариант ответа Хорошая музыка вообще. 1. Белая палатка. Да. И вот он победитель. Нечестно, нечестно, Жека не успел добежать, он ко мне шел. Я его поднимал. А кто остался? Игорь остался. А, я остался. Игорь? Да. Ну что, продолжим, посмотрим, докуда дойдет. Так, куда дойдет? У меня снайперская винтовка, у вас один пулемет. Я имею в виду такого вопроса, Игорь. У нас тут тест на эрудицию. Да я шучу, давай, до куда дойдет. Не, ребят, я предлагаю как бы всем возродившимся занять снова исходные позиции и продолжим дальше. Давайте так. Здесь в первом раунде у нас победил Игорь. Тут трудный будет вопрос. Молодец, кстати, молодец, да. Усложняем сейчас задачу. А что, это все, что ли? Сколько? 7 человек? Вон сзади Где еще там бегут еще Там сзади. Ребят, ну давайте в темпе. Итак, вопрос. Сложные вопросы пошли. В какой винтовке из перечисленных, ну, далее, да, нельзя доснарядить патрон в патронник и перезарядить магазин или обойму, получив один дополнительный патрон в стволе? Где нельзя это сделать? Не где можно, а где нельзя. Выбираем, где нельзя. Варианты ответов. Первый. Карабин 98 Курц. Ну, это немецкий. Вариант ответа 2. Гарант. Американский. Вариант ответа 3. Леонфилд. Британия. Ты смотри-ка, правильный вариант ответа 2. Молодцы. Следующий Они вопрос. почистили в патче, который выпускали. Там Ну, где-то поэтому была. и вопрос. Следующий как бы. За какое время боец, ну пехотинец, да, в игре пробегает дистанцию в 100 метров, используя клавишу Shift? Можно я поставлю рядом с пулеметом? Сзади вот так поставил, можно? Вариант ответа 1. Вот так вот стану и все. Вариант ответа 1. 15 секунд. Вариант ответа 2. 20 секунд. И третий вариант 25 секунд. 15, 20, 25 секунд. Это вопрос такой, блин, извините. Играйте. Не трись возле пулемета. 15, 20, 25. Да? 100 метров. 100 метров, да? Еще раз. Все, прощай. Можно? Еще раз. Мгм. 100 метров, да? Ладно, 20 пусть будет 20. Итак, правильный вариант ответа. Знаете, вы стреляете в грудь Сталину. Да, Ник, да я предлагаю это как бы дать ребятам второй шанс. Не, я считаю, надо расстреливать. Второй шанс, ребята. Давайте к нам. Идите туда. Можете поменять вариант ответа. 15, 20 и 25 секунд. 100 метров. Вопрос с подвохом.
Правильный вариант ответа 1. 15 секунд. А если я никогда не довожу до того, чтобы у меня закончилась стамина? Все равно 15 секунд. А меня не стреляли, а меня не расстреляли такой в 36-м году. Так даже не интересно, вы как-то прям быстро слились. Ну ладно, все равно, сейчас вы второго. Никто не задумывается, сколько я пробегу там 100 метров, блин. За сколько секунд, как бы, ну... Нет, все по логике, как бы. Я по логике думал. Следующий. Больше всего. Следующий вопрос, он попроще. Кто из перечисленных бойцов не имеет шансового инструмента? Вариант ответа 1 – радист. Вариант ответа 2 – медик. Вариант ответа 3 – пулеметчик. Без каких-нибудь особенных затрат создан этот самогонный аппарат, а приносит он, друзья, доход. Между прочим, круглый год. Господа, какой инструмент, я не понял, блядь. Повторите вопрос, пожалуйста. Лопату, кирку. Круглый год. Раз можно, я не услышал. Ладно, еще раз. Кто в игре не имеет шансового инструмента? Лопата, кирка, радист, медик или пулеметчик? Правильный вариант ответа. Кто-нибудь будет менять? Нет? Понял. Сейчас. Ладно, даю еще 20 секунд, чтобы сменить вариант ответа. Как раз медик или что? Случаи настройки были? Не, пока еще ни одного не было. Будет. Второй медик, да? Все. Правильный вариант ответа 3. Пулеметчик не имеет шансового инструмента. Молодцы. Так, едем дальше. Следующий вопрос. Игорь спрятался. Следующий вопрос. Спрятался. За висками там. У меня снайперская винтовка. Я Отнять у него медаль. Следующий чемпиона. вопрос попроще. Кто из перечисленных бойцов имеет бинокль? Вариант ответа 1. Радист. Вариант ответа 2. Пулеметчик. Вариант ответа 3. Сапер. У кого есть бинокль? Радист, пулеметчик или сапер? Ну, кто тут сомневается-то, интересно. И правильный вариант ответа номер 1 радист. Молодцы. Следующий вопрос. У какой стороны самое большое количество дымовых гранат у пехотинца? Вариант ответа 1 у немцев. Вариант ответа 2 у британцев. Вариант 3 у американцев. Без каких-нибудь особенных затрат создан этот самогонный аппарат, а приносит он, друзья, доход. Между прочим, круглый год. Между прочим, круглый год. Музыка хорошая, слушай, вообще, на ивентах. Правильный вариант ответа 3 у американцев. Ну что, я думаю, хватит с них простых вопросов, да? Посложнее. Мгм. Вопрос. На какой пистолет-пулемет в игре можно прикрепить штык? На Томпсон, на Стен, на МП-40. Правильный вариант ответа номер 2. Стен. Ну сейчас, Данигда, ну что, завалим их? Как ты думаешь? Не-не. Вариант, в смысле вариант, ну, завалим сейчас, с вопросом завалим. Так, финальный вопрос. Там кто-то высказывал догадки, и он угадал. Итак, какова скорострельность немецкого миномета? Я вот знал, что будут вопросы по минометам. Вариант ответа 1. Один выстрел раз в 2 секунды. Вариант ответа 2. Один выстрел раз в 4 секунды. Вариант ответа 3. Один выстрел раз в 6 секунд.
В 2, в 4, в 6. Без каких-нибудь особенных затрат создан этот самогонный аппарат. А приносит он, друзья, доход. Между прочим, круглый год. Минуту, да? Давай, раз как... Правильный вариант ответа. Подожди. Помощь Так как зала. это последний вопрос, ты должен дать еще на раздумье и повторить вопрос, потому что это последний вопрос. Я уже сказал правильный вариант ответа. Даник, ты вали. Ну, ты зря это сделал, поэтому расстреливаю там всех, я помогу. Какой правильный? 2. Мы не слышали. Второй правильно. Что я сначала приду? Кто у нас остался? Жаба остался, еще кто-то двое. Ладно, чтобы выявить победителя, сейчас как бы экспромт, вопросы на ходу. Итак, сколько времени разгорается немецкая дымовая граната? Вариант ответа 1 – 10 секунд. Вариант ответа 2 – 15 секунд. Вариант ответа 3 Кидай, пробуй. – 20 секунд. Так, 4-й уйдите там из кадра, как бы кто там умер уже. Правильный вариант ответа 3, 20 секунд. Это кто остался? Победитель Сагитариус. Вот у нас два самых эрудированных, ну или не знаю, везучих бойца сегодня. Это Я это сидел, рассказывал же. Когда мы кидали гранат, перебегали поле, ты рассказывал, сколько она. Там про американскую было. Нет, он именно сказал немецкий. Они как бы одинаково Пулемётчик разгораются, какой-то у нас что те, тусовка. что другие. Исключение это британцы. У них сразу. Ну Так, что, уже. спасибо, ребят, за тренинг, что пришли. Следующая тренировка у нас будет посвящена гранатам. Расскажем, ну, как работают, какие есть нюансы. Покажу один лайфхак. Ну и поучимся бросать по разным целям. Победитель-то кто? Победитель кто, Пол? Сагитариус? Берите ножи берите. Я поддерживаю. Пулеметчика надо было убить сразу, после первого вопроса. Я поддерживаю. Нельзя. Мочи немцев! Машину требуете, валим.